Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 6 апреля, выпуск промежуточный. Я вам хочу напомнить, что вы можете оставить в комментариях к нашему вчерашнему видео свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра в пятницу, 7 апреля. Еще раз напоминаю, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к нашему ролику вчерашнему, который вышел в среду 5 апреля. На эти вопросы я отвечу уже завтра. Так, я уверен, наши уважаемые зрители и слушатели постоянно об этом прекрасно знают. И также знают, что можно подписаться на наш Patreon. В Патреоне я отвечаю на все вопросы. Если в YouTube я отвечаю на самые популярные вопросы, на те вопросы, которые рейтинг YouTube ставит самые популярные. В основном это те вопросы, которые набрали наибольшее количество лайков. Я, честно говоря, немного не понимаю тот алгоритм, который YouTube ставит, потому что иногда бывает там вопрос условно, там один набрал там 500 лайков, другой 25. И он их ставит рядом, иногда даже тот, который чуть меньше лайков, ставит впереди. Понятия не имею, почему так. Все вопросы к YouTube. Все же завтра получите, наши уважаемые зрители и слушатели получат ответы. Так, теперь перейдем к обсуждению сегодняшних тем. Во-первых, Путин и Лукашенко. Если вы помните, я уверен, наши уважаемые зрители и слушатели, которые смотрят наши все выпуски, можете пересмотреть, переслушать. По-моему, вчера, если мне не изменяет память, я рассказывал, что Путин и Лукашенко любят засидеться допоздна, смотреть на звезды, пить чаи, помимо чаев пить, вернее, помимо чаев, давайте так скажем, я не буду про другие напитки рассказывать, потому что чай все-таки традиционно. Но обязательно приложение — это мед, любит один из участников встречи, другой любит варенье, там разные пирожки вообще любят. Путину нельзя особо на пирожки налягать, а вот Лукашенко любит. Тут они любят посидеть, долго пообщаться. Вчера я об этом рассказывал, упоминал, вернее, так, слегка. А вот сегодня рассказал, пожалуйста, Песков, что вчера Путин и Лукашенко засидели, как-то он так выразился, за полночь далеко засиделись и разговаривали. И, конечно же, я вас также обрадую, смотрели на затянувшееся небо легкими тучками и тяжелыми облаками, и долго разговаривали, пили чай с теми же угощениями, про которые я вам говорил. Да, у них такие часто довольно душевные беседы. Лукашенко знает, как расположить к себе Путина путем разговора, а вот Путин знает, как расположить к себе Лукашенко через угощение. Такие два кровавых диктатора, которые замучили народы своих стран, да и не только Путин. Если Лукашенко замучил народ своей страны, то Путин, конечно, влияние Путина распространяется куда дальше. Его преступления, его агрессия. Мы прекрасно знаем, что Путин замучил далеко не один народ, и, конечно, прежде всего это Украина, украинский народ. И одно дело мучить своих, другое дело мучить всех вокруг. Если, когда агрессия направлена внутрь страны, здесь как бы люди способны поднять революцию. Правда, братья белорусы? Способны поднять революцию и довести, видимо, ее до конца. И даже если не довели до конца, все равно люди достойны того, чтобы жить лучше. По крайней мере, люди пытаются. Можно, конечно, и не пытаться, но всему приходит свой конец, свой черед, и довольно скоро мы увидим время больших перемен, и то, как российский народ, извините, умеет реагировать на такие триггеры, которые раздает власть. На мой взгляд, правильно пословица, когда говорят, что русский мужик долго запрягает, зато потом посмотрим, как поедет. Так,
Это немного к слову. Не договорились абсолютно ни о чем. Лукашенко просит деньги, это по поводу Лукашенко и Путина. Лукашенко просит деньги, это уже традиционно просит очень много. Путин пытается за эти деньги что-то дополучить, но сейчас торгуется в основном Лукашенко. Путин настаивает на размещении тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Лукашенко как бы не сильно и против. Поначалу был сильно против, теперь уже вроде бы не сильно и против, но понимает, что особо противостоять не получается, и пытается за то, чтобы за вот такие идиотские решения Путина получить хоть какую-то мзду, хоть что-то. Хоть что-то, это миллиарды долларов все-таки. Путин все-таки даст Лукашенко то, что он просит в этом. Опять-таки, у меня, например, особых сомнений нет. Он к Лукашенко благоволит. Сейчас Лукашенко — это последний его друг. Несмотря на всю язвительность, которую Лукашенко в последнее время общается с Путиным, действительно общается в довольно язвительном тоне. Я постоянно говорю слово «является», потому что он действительно явился, то, что мне передавали, явился как к себе домой. И там не очень понятно во время встречи Путина и Лукашенко, кто хозяин. И очень было похоже, как говорят осведомленные люди, что Лукашенко явился к своему не просто близкому родственнику, а практически к себе домой. Встретились, как будто бы живут в коммунальной квартире и пересеклись на кухне. Такое сравнение, по крайней мере, было. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. В таких диктатурах, как Республика Беларусь, Россия, это все довольно важно. Любое поведение лидера, либо его слабость, либо проявление силы очень важно. В перспективе будущих событий, конечно. Так, теперь перейдем к другим событиям. Макрон нагрянул с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекин, общается с Си Цзиньпинем. Что можно сказать? Макрон довольно слабая политическая фигура. Представляет он о себе, думает он о себе довольно много, хотя представляет из себя совсем чуть-чуть. Пытается уговорить, абсолютно не понимает современные европейские лидеры мышления автократов, абсолютно не понимают ни как мыслит Путин, и что он из себя представляет, и как он действует, ни что представляет из себя Си Цзиньпинь, и как он действует. Си Цзиньпинь выжидает, здесь надо понимать, Си Цзиньпинь выжидает, кто победит в схватке Украины с Россией. И, конечно, станет на сторону победителя. В этом нет никаких сомнений. Мы об этом уже рассказывали у нас в телеграм-канале. Я постоянно об этом говорю у нас в наших эфирах. Си Цзиньпинь, конечно, будет на стороне сильного. Ждут контрнаступления, и по итогам контрнаступления будет решаться вопрос о том, насколько серьезно будет помощь Китая для России, либо этой помощи не будет вообще. Мы уже говорили о том, что во время визита в Россию Си Цзиньпинь взял паузу на решение подобных вопросов, и вопросы будут решены уже в скором времени. Макрон может напрягаться сколько угодно. Единственное, что он получил, это обещание в скором времени от Си Цзиньпиня, когда будет удобный момент, как говорят, да, информированные источники, когда будет удобный момент, Си Цзиньпинь созвонится с Зеленским и обсудит положение дел в Украине. Си Цзиньпиню на сегодняшний день особо нечего обсуждать. Давайте будем откровенны. Это ни в коем случае не в укор Зеленскому, не в укор украинцам. Си Цзиньпинь ждет результатов контрнаступления. И по результатам контрнаступления будет решать, звонить или не звонить Зеленскому, и будет как раз повод для разговора. До этого времени Си Цзиньпинь никому, я так понимаю, звонить особо не будет, хотя, возможен и предварительный звонок. Возможно, если у Си Цзиньпиня будет достаточное количество разведданных о том, как Украина готовится, и если украинцы помогут, в кавычках, конечно, с получением таких разведданных, то не исключено, что Си Цзиньпинь, основываясь на том, что имеет и понимая то, что будет происходить, решит созвониться предварительно с Зеленским, как с будущим победителем этой схватки. Возможно. Опять-таки, будем смотреть. Это не обязательно так будет. Это мои предположения на основании того, как я себе представляю действовать Си Цзиньпинь. Я ошибаюсь довольно редко. Давайте посмотрим. Итак,
Что у нас еще? У нас еще Лавров в Турции. По приглашению министра иностранных дел Турции будут обсуждать. Первый, конечно, вопрос — это зерновая сделка. Здесь турки заинтересованы кровно. Здесь большие деньги, и зерновая сделка, конечно, имидж для Турции. Ну, деньги прежде всего. Турция заинтересована в России как торговом партнере. На этом Турция зарабатывает колоссальные деньги на обходе санкций. Ну, давайте будем говорить открыто. Плюс зерновая сделка, плюс. Здесь плюсов для Турции огромное количество. Плюс Турция стала чуть ли не единственным хабом для перемещения россиян по всему миру. Плюс у нас довольно много всяких плюшек, конечно, в обходе санкций. Прежде всего санкций, которые касаются ВПК. Здесь просто колоссальные деньги для Турции. Мы даже описывали как-то пути обхода через торговые порты. Ну вот, буду сейчас обсуждать продление зерновой сделки. Посмотрим, чем это все завершится. Довольно интересный и важный момент, потому что Путин становится в позу и говорит о том, что 60 дней для зерновой сделки. Турки пытаются продлить еще на 60 дней, ну, в целом 120, чтобы было. Посмотрим, чего добьются. Здесь это тоже очень важный момент. Результаты этой встречи и возможное продление зерновой сделки станет путем к определенным событиям. Здесь тоже не стоит недооценивать эти аспекты. Так, большое спасибо, что были со мной. На сегодня мы закончим. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Я уверен, что вы об этом прекрасно знаете. Подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все вопросы. Поддерживайте нас, и мы поддержим вас. Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Это абсолютно не зря, и мы всегда при получении каждого доната, каждого бонуса всегда думаем, что не все пропало в России, и все прекрасно понимают. Да не только в России. Россияне помогают, и не только россияне, жители разных стран помогают. Да, может быть, это не сотни, это сотни человек, но, к сожалению, это не тысячи и заинтересованных, и тех людей, которые готовы, наверное, участвовать в чем-то другом. Самое главное, что вы настроены решительно. Плюс надо понимать, что даже лайк и комментарий с 5 слов — это помощь в продвижении материалов, также никогда не лишний. Большое спасибо всем вам, наши уважаемые зрители и слушатели. Мы вас любим. Всего доброго. До свидания.